От кого произошли белорусы? Ближайшие родственники русских являются довольно молодым народом Европы. Их этногенез вызывает споры среди ученых и политиков, так как может быть результатом как русского, так и польского влияния в регионе. Тем не менее, происхождение белорусов можно установить, если не в деталях, то по крайней мере в общей канве. Древние времена, царство древних балтов. Так как впервые белорусы, как этнос, упомянуты лишь в XVI веке, их корни в более древние времена следует искать у племен с иными названиями. Территория Белоруссии издавна была центром расселения балтских племен. Это не прибалты в современном понимании, а комплекс индоевропейских народов, ближайших родственников славян, которые занимали огромные территории в Восточной Европе. Они сохранили более архаичный язык, очень близкий к праиндоевропейскому, от которого, например, прославянский уже разительно отличается. В то время как литовский язык – один из наиболее близких к индоевропейской архаике наряду с санскритом. Их антропология отличается от славянской и от германской. Это блондины от темно-русых оттенков волос до почти депигментированных, однако волосы всегда пепельного оттенка, с огромной долей светлых глаз до 85%, среднего роста, с очень светлой кожей. По мере движения в восточном направлении балты приобретают все более явные черты адаптации к холодному климату, уменьшение длины конечностей, повышенное накопление жира в организме, понижение роста бороды у мужчин, а также черты метисации с уралоидным и лапоидным антропологическим типом. Однако белорусские балты вполне европеоидны. Под именами нервиев, будинов, меланхленов и андрофагов. Эти балты известны еще Геродоту, как жители холодных и болотистых областей Скифии, поклонявшиеся змеям, носившие черную одежду и живущие в разительной бедности. Во времена славянской экспансии балты попали под культурное влияние славян и растворились в нем без остатка. Славянские племена Дреговичей, Радимичей и Кривичей жили в Беларуси и антропологически очень близки к балтам, то есть они продукт метисации славян и балтов. Выдающийся советский археолог Валентин Седов доказал правильность этой концепции, обнаружив широчайше распространенные балтские элементы в культурах Железного века в Белоруссии, наряду со славянскими. Кроме того, в белорусском языке есть большая доля балтских корней, а в фольклоре явные признаки балтской традиции: поклонение змеям, священным камням, традиция украшать коньки крыш юмисом, солярным символом, славянское влияние. Славяне заселяли Беларусь медленно. С 8 по 11 век славянские города и дружины появлялись здесь, постепенно ассимилируя местное население и приводя всех к общему национальному и культурному фону. Население Беларуси тех лет представляет собой плавный переход от славянских антропологических типов к тем, что характерны для современных литовцев и восходят к древнему населению Восточной Европы. До сих пор запад Белоруссии малоотличим от населения Литвы, а восток – от Украины и России. При этом белорусы крайне однородны в генетическом плане, намного менее разнообразны, чем украинцы или русские. Во время нашествия татаро-монголов эти территории Древней Руси оказались отрезаны от славянского мира и сильно разграблены. Начался дрейф в разные стороны. Великое княжество Литовское, Польское и Русское. На обломках Киевской Руси в XII веке начало образовываться Великое княжество Литовское, которое вобрало в себя и уцелевшие остатки балтославянского населения будущей Беларуси. До XVIII века белорусы были в составе этой державы и гораздо ближе культурно к Польше, чем к России, что придало специфику их языку, обычаям и историческому пути. Сформировавшиеся в недрах прозападного княжества Литовского, белорусы попадают в состав Российской империи, уже являясь отдельным славянским народом со своей идентичностью. Российская империя. В составе империи белорусы находились последние 300 лет. Нельзя сказать, что этот процесс был мирным и дружественным. Вначале непривычные к жестким московским порядкам белорусы, а правильнее литвины, бунтовали, что подавлялось армией. Но литвины еще помнили разгром войск Москвы под Оршей, а также успех польско-литовского белорусского войска над Ордой в битве при Синих водах, отчего сдаваться без боя московитам
в которых они не видели ровни в культурном плане, никто не хотел. К середине XIX века белорусы приспособились к жизни в Российской империи, и сопротивление утихло. На территории республики было мало миграций. Татары переселились в Литву, евреи имели обширные земли заселения у крупных городов. До миграции послевоенного времени в сильно обезлюдевшую Беларусь привнесли новые этнические нотки. Таким образом, белорусы – это потомки славян и балтов, практически без посторонних включений, относящиеся к восточноевропейскому, прежде всего польско-литовскому культурному полю. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.